Привет всем, друзья! Сегодня будем рассматривать вот такие интересные и необычные самодельные приспособления для токарного станка, которые способны существенно расширить функционал вашего помощника. Данная приставка является не что иное, как своеобразный дополнительный координатный стол с бабкой и пенолью, на конце которой крепится еще один трехкулачковый патрон для зажимания обрабатываемой заготовки. На верхней поверхности бабки находится рукоятка с винтом для зажимания пеноли, ослабляя который можно поворачивать пеноль вместе с патроном на определенный угол. Точность поворота патрона контролируется с помощью нанесенной на его задней поверхности градуированной шкалы. Ослабляя нижний фиксирующий винтик, появляется возможность регулировки по высоте. Для этого есть небольшой рычажок. Подъем и опускание осуществляется при помощи зубчатой рейки. Направляющий имеет форму ласточкин хвост. Также для более точной регулировки есть винт микроподачи. Ослабив два винта на боковой поверхности устройства, можно регулировать угол наклона пеноли. Вся эта конструкция крепится вместе резца в резцедержатель. Таким образом появляется возможность обработки заготовки в двух плоскостях. Также весьма необычным решением является и данное приспособление, которое на первый взгляд похоже на отдельный станок. Однако это очень хорошо продуманная оснастка для токарного, способная превратить токарный станок в вертикально-фрезерный. Суть состоит в том, что приспособление крепится на направляющей продольной подаче станка, а привод на шпиндель передается через систему шкивов от патрона токарного, в котором также зажат небольшой шкив. Это очень удобно, так как регулируя обороты шпинделя токарного, можно изменить обороты и шпинделя фрезерного станка. Приспособление оснащено винтом и маховиком для регулировки по высоте. Вместо резцедержателя на токарный станок можно крепить еще и вот такое устройство для фрезеровки, у которой есть свой собственный двигатель и способна выполнять очень широкий спектр задач по металлообработке. Благодаря тому, что приспособление фиксируется именно здесь, то все манипуляции с резцом можно осуществить и фрезерным приспособлением. Шпиндель регулируется также и по высоте.
Для более подробного ознакомления с данными устройствами вы можете нажать на ссылку в описании. Я благодарю всех за внимание. Всем пока.